Думаете, турецкая кухня уже не может вас удивить? А что если самые интересные блюда Турции скрываются не в центре Стамбула, а на Принцевых островах? Обычно сюда приезжают ради старинных особняков и красивых морских пейзажей, но мы решили отправиться сюда ради необычной еды. Сегодня мы на Принцевых островах в Стамбуле, но наша цель не просто прогулка, а тест-драйв самой легендарной еды, которую здесь можно найти. Стоит ли оно того или это просто красивые картинки в соцсетях? Сегодня мы с мужем это проверим и все вам расскажем. Готов? Готов. Поехали! Смотрите до конца, чтобы узнать цены и наши честные впечатления и, возможно, добавить новые блюда в свой список того, что обязательно стоит попробовать в Стамбуле. Наш гастротур начинается на культовом причале Эминönü. Это туристический центр Стамбула. Именно отсюда отходят удобные паромы на Принцевые острова. Вообще, этот архипелаг состоит из 9 островов в Мраморном море, но обитаемые из них только 4. Каждый хорош по-своему, но мы сегодня едем на самый большой, самый популярный и, пожалуй, самый колоритный остров Büyükada. Кстати, полезный лайфхак для тех, кто ищет водные прогулки. Прямо здесь на причале можно купить отличный полуторачасовой тур по Босфору всего за 300 лир. Это где-то $6,5. Обязательно берите на заметку. А до самого большого острова нужно заплатить 200 лир на человека. Это где-то $4,5. Мы заплатили 400 лир за билет в одну сторону на двоих. Это частная фирма. Если ехать на государственных таких паромах, то будет немножко дешевле. Цену, к сожалению, точно вам не скажу. Но, по-моему, с Эминönü только частные ходят. Если государственные, то они с другой станции, с Кабаташа. Кстати, вот имейте в виду, что частные ходят быстрее. Как я и обещала, этот гастротур будет максимально практичным и полезным для вас. Чтобы вам было удобно ориентироваться в актуальных ценах 2026 года, абсолютно все наши траты за сегодняшний день я буду выводить прямо на экран и в турецких лирах, и в долларах. Так что включаем наш интерактивный счетчик и поплыли. Итак, добро пожаловать на борт. Мы даже не пытаемся занимать сидячие места, потому что мне нужно успеть снять все самое интересное и красивое для вас. Ехать нам около 1,5 часов, но это время пролетит незаметно. Морская прогулка – это отдельный вид удовольствия в Стамбуле. Чайки, Босфор, свежий ветер, и мы настраиваемся на аппетитный день. Если на улице прохладно, можно всегда согреться внутри на закрытой палубе. Здесь совсем другая атмосфера, тепло, уютно, пахнет чаем и кофе. Чай 30 лир, из кафе по 100, вода 25. Ну, в целом нормальные цены. Турецкий сервис всегда на высоте, даже тут вам принесут и чай, и свежие фрукты. Кстати, здесь мы встретили настоящего продавца-артиста. Он устроил такое шоу, что все пассажиры просто не могли оторваться. Что именно он продает, пока оставлю в секрете, но обязательно покажу вам этот мастер-класс на обратном пути. Будет весело, так что не переключайтесь до самого финала. 1,5 часа в дороге пролетели незаметно, и на горизонте уже Büyükada. Посмотрите, какая здесь вода у причала, даже рыбок видно. Сейчас будем проверять, чем здесь кормят туристов и местных. Büyükada встречает нас шумно и ярко. Но здесь нет шума от машин, только звон велосипедных звонков и гул голосов. Остров полностью пешеходный, поэтому все главные точки находятся в паре минут ходьбы от причала. Смотрите, сколько здесь всего. Улочки забиты уютными ресторанчиками и сувенирными лавками. Кстати, обратите внимание на вот эти повязки с цветами. Это настоящая фишка Büyükada. Здесь их носят буквально все девушки, чтобы сделать красивые фотографии. Но мы, конечно, пришли сюда не за цветами, а кое-зачем вкусненьким. Наша первая остановка на завтрак – это Sarıyer Börekçisi. Это место, которое славится своими необычными бörеками. Это турецкая кухня. Мы уже немножко проголодались, конечно же, после нашей длительной поездки на пароме, поэтому сейчас зайдем сюда перекусить. Это место нам советовали как эталонный бörek, так что сейчас проверим, так ли это на самом деле. Здесь всегда полно народу, и это лучший маркер того, что здесь еда всегда свежая и популярная. Сейчас проверим, стоит ли этот бörek своей репутации, или это просто туристическая приманка. Включаем счетчик наших трат и идем пробовать. Бörek, который мы хотим заказать, стоит 200 лир. Цены в долларах я подписываю внизу. Цены на напитки, вот лимонад 175 лир, чай за 40 лир можно взять и кофе за 125, турецкий кофе. Мы пришли в знаменитую кафешку Sarıyer Börekçisi.
чтобы поесть берег с кремом из баклажан. С баклажанами вкусный. Давайте попробуем с кремом. У него необычный аромат. Вы почти все съели, но вам попробую для вас. Значит, один бюрек со сливочным кремом. Не знаю, это какой, он очень похож просто. Да, это он. Мало где делают бюреки со сливочным кремом. Очень вкусно, как заварной крем внутри. Прикольно. А еще они делают свой лимонад сами. Обалдеть. И еще один у нас был бюрек с баклажанами. Вот это, наверное, он. Так. Там внутри баклажановое пюре. Ну, необычный такой вкус, знаете. Хотя я люблю баклажаны, но непривычный, но вкусно. Но мне все-таки больше понравился со сливками, потому что крем как заварной, очень сладкий получается. Прикольно. Мы еще взяли турецкий кофе. Он обязательно идет с пенкой. Чем больше пенки, тем считается лучше. И к кофе всегда подают воду. За наш завтрак мы заплатили 550 лир, это примерно $12. Приятным бонусом стало то, что турецким кофе нас угостили. Сервис здесь явно на уровне. Добавляем в список наших трат за день и отправляемся дальше исследовать остров. Хотим найти те самые секретные локации, о которых все говорят. И, конечно же, продолжить наш честный тест-драйв местной еды. Büyükada славится не только своей кухней, но и уникальной архитектурой. Когда-то остров был излюбленным местом отдыха стамбульской элиты, и на острове сохранилось огромное количество роскошных деревянных особняков. Но сориентироваться в этих уютных улочках оказалось не так просто, поэтому мы решили спросить дорогу у местных. И, к счастью, здесь люди невероятно доброжелательны и всегда готовы помочь. Здравствуйте! В какой стране находятся улицы со старинными деревянными домами? Если вы ищете те старые дома, то здесь они повсюду. И чуть ниже, и если пройти дальше по этой дороге. Если спуститесь отсюда и поверните направо, там они тоже на каждом шагу. Если вы ищете именно особняки, то продолжайте идти прямо по этой дороге. Прямо и никуда не сворачивая. Хорошо, большое спасибо. На Büyükada можно бесконечно гулять без всякой цели, просто рассматривать эти домики. Когда-то богатые семьи из Стамбула приезжали сюда спасаться от летней жары, и каждый старался построить дом красивее и необычнее соседского. Для современного города это большая редкость, а здесь целые улицы выглядят как декорации к историческому фильму. Посмотрите на эту детализацию, резьба по дереву, огромные окна, террасы. Кажется, будто время здесь замерло. Кстати, многие из этих особняков раньше принадлежали известным писателям, дипломатам и художникам. На острове становится все жарче, мы уже устали ходить по местным улочкам, но мы как раз знаем идеальный способ освежиться по-местному. Мы пришли в нашу следующую точку, сейчас будем пробовать вот этот вот напиток. Это газировка, но это заведение особенное. Они делают уникальный микс газировок, которого нет больше нигде. Я взяла себе манго и мохито, а у мужа, какой-то passion fruit и клубника. В общем, пробую свое. Это очень вкусно. Класс. Сандетат бакон. В общем, такие здесь необычные напитки есть в этом заведении. Я вас сняла, как это все делается. Приятного вам просмотра. Мы пришли в легендарное место Севда Газосчусу. Здесь не просто газировка, здесь настоящая коллекция вкусов со всей Турции, которую собирали годами. Если хотите почувствовать вкус настоящего острова, вам точно сюда. Сейчас будем тестировать самые необычные сочетания. Очередь здесь – это добрая традиция. Люди готовы ждать, чтобы попробовать свою любимую газировку, потому что это место не просто магазин, это культовое место. Здесь собраны сотни видов местного лимонада со всех уголков Турции, от классических до самых безумных сочетаний, которые вы точно нигде больше не найдете.
Вы только посмотрите на эти полки, глаза разбегаются, а владельцы относятся к этому делу с такой любовью, что каждый напиток здесь имеет свою историю. Мы решили не просто брать готовое, а заказать фирменный микс, который готовят прямо при нас. Самое интересное начинается за стойкой. Здесь не просто наливают готовый напиток из бутылки. Газировку смешивают вручную, добавляя разные сиропы. У каждого посетителя получается свой вариант вкуса, поэтому двух одинаковых напитков здесь практически не бывает. Вы только посмотрите, какой процесс. Это как алхимия в стакане. Смешивают разные вкусы. Вроде бы обычная газировка, но в этом и есть вся фишка. Несколько ингредиентов, немного магии бармена и готов напиток, который уже много лет остается визитной карточкой острова. Вообще, культура газировки в Турции имеет долгую историю. Еще до появления привычных сетевых кофеин такие небольшие газосные были популярным местом встреч, где можно было освежиться в жаркий день и неспешно пообщаться. А Севда Газосчусу словно сохранил эту атмосферу прошлого. На самом деле история этого места началась не как история очередной модной точки для туристов. Его создатели поставили себе цель собрать под одной крышей местные турецкие газировки, которые постепенно исчезали с рынка под натиском международных брендов. Со временем здесь собрали более сотни видов газировки со всей Турции, от небольших семейных производителей до напитков с почти вековой историей. И мне кажется, это место любят именно за это. Здесь продают не просто напиток, а маленькую порцию ностальгии. За стаканчик такого авторского микса мы отдали 150 лир. Добавляем эту сумму в наш дневник расходов. Бюджет на сегодня потихоньку растет, но оно того стоило. Теперь, когда мы немного освежились и взбодрились, пора переходить к главной части программы. Будем искать место для полноценного вкусного обеда. Кстати, с мужем здесь уже были много лет назад, Димаш. Evet. Sen önce buraya geldik. Kaç sene önce say bakalım. Kaç sene önce? 12, yok, 14. 14 sene önce. Короче, где-то 14 лет назад, может быть 13, где-то так. Мы здесь уже были, гуляли по этим же улочкам с мужем, поэтому у меня сейчас такая ностальгия. Но тогда мы взяли велик на двоих, двухместный велосипед. Şimdi sorun yok mu ki bisiklet? Kalmamış elim. Вообще есть, но у этого мужчины, у которого мы спрашивали, не осталось двухместных великов. Можно было бы взять в аренду и тоже поездить. Я потому что не умею кататься. Как бы я сзади могу только педали крутить, а равновесие держит муж. Смотрите, какие здесь красивые домики. Деревянные, точнее с деревянными ставнями. Но есть старые прям деревянные все. Это такая главная улочка, по которой можно ездить на велике. И тут есть еще маршрутка, которая электрический автобус такой. Смотрите, какая красота. Вижу, какой вход красивый. Сейчас вам тоже покажу. Я на велике, кстати, кататься не умею. Так бы мы могли покататься, но, увы. Смотрите, красиво. Вот и деревянный домик, видите? Конечно, тут к нему уже пристройки есть, но видно, что очень-очень старый. Девчонки на великах едут, видите? Пообедать мы сегодня решили в таком популярном ресторанчике. Керван. Ресторан называется. Находится на главной улице, в принципе, недалеко от причала. Так можно легко найти этот ресторанчик. Мы как раз увидели его в Инстаграм. И решили здесь попробовать тоже самые вкусные блюда. Это Beyran çorbamız, бейран и tavuk güveç. такой вот куриный гювеч. Так что сейчас будем пробовать. Очень приятное такое место, смотрите. Попытаемся найти свободный столик. Так, место это называется Керван ресторан. Давайте посмотрим, какие здесь цены. Значит, смотрите, здесь знаменитый вот этот суп бейрам. 435 лир он Beyran'dan az стоит. istiyorum. Муж заказывает полпорции, кстати. Так, этот суп очень здесь популярен. Готовят его из мяса, из голени. И, ну, или ягненок, или баранина, ну, можно так из говядины. И также на мясном бульоне и рис еще добавляют. Есть еще вот такой супчик из головы и ножек. Филе пача. Это из агилин и чечевичный суп 165 лир. Ну, чечевичный суп самый известный, наверное, в Турции. Есть здесь еще и завтрак, кстати, 1400 лир на двух людей. Такой турецкий
Завтрак с множеством тарелочек. Нам тут уже принесли соус для супа. Потом покажу вам, как его используют. Так, ну здесь завтраки. Вот есть, кстати, шашлычок. Мой любимый кебаб из баклажан. 790 лир здесь стоит. Что вам еще интересно показать? Рыбка 670 лир. Это лосось. Мы заказали вот такой вот куриный гювеч. Это вот так вот в духовке, в печи делается в таком глиняном горшочке. Курица с овощами, наверное. Так, что еще интересненького здесь есть? Турецкие сладости. Сутляч 350 лир. Баклава 420. Закусочки нам приносят. Ну и здесь напитки. Вот, например, кола 110 лир. Чай 60. Вот такие цены. Принесли нам зелень. Это рока. Наверное, рукола. Roka, turşu biber, А это такие перчики консервированные, туршу называются. Буаджи бибер, да? Evet, acı Но они biber. острые, поэтому я такой не ем. Соусы. Sarımsak. Это с чесноком. Вот и наш супчик, смотрите. Evet, beyran çorbamız geldi. Бейран суп. Давай. Видите, с кусочками мяса, такой густой наваристый суп с рисом. Это очень полезно. Вообще считается, что зимой такие супы обычно кушают. Он такой согревающий. И турки, кстати, еще ночью бывает едят такой суп, чтобы опохмелиться после какой-нибудь гулянки. Соуслари да и хлебакал. Сейчас можешь еще добавить соусы. Соусы нам принесли с чесноком. Аджи соус. Это острый соус с красным перцем. Fazla koymayalım, kimilerin acıları inanılmaz oluyor. Да, говорит, что слишком много не надо добавлять, а то будет остро. Пробуем суп бейран. Gerçekten Действительно вкусный. Yalnız Они bunlar, сделали его немного biraz daha yoğun густоватым. kıvamlı yapmışlar suyunu. İçinde pirinci Внутри ve рис и мясо dana говяжьей incisi var. гули. Теперь я попробую этот суп, хотя я не люблю обычно такие супы. Просто мне интересно, какой он на вкус. Еще может что-нибудь острое сделал. Acı yaptı sana сказать? Çok az. Acı ama sonra geliyor acı. Evet. Это очень вкусно, правда. Принесли нам Dumanı гювеч. üstünde. Посмотрите только на эту подачу. Все дымится. Kaşarını dağıtayım biraz. Ага. С пылу с жару. Какая красота. У меня аж слюнки потекли. Сейчас вот еще сыр расплавится, будет вообще вкуснятина. Evet. Да. А это курица в горшочке. Гювич. Kokusunu buradan anlatamıyorum. Мы не можем передать O вам yüzden этот biz запах, kokluyoruz. поэтому нюхаем сами. Gerçekten lezzetli. Действительно очень вкусно. Так, буду пробовать эту красоту. Курица в духовке, в печи. Она, правда, очень горячая, я не знаю. Это очень вкусно. Посмотрите, оно еще все бурлит. Слушайте, классно. Правда, очень вкусное блюдо. И, как видите, его хватает на двоих, потому что мы как бы на двоих заказали одну. Ну, муж еще суп ест, но я не буду суп. Что ж, обед был просто пушка. Обошелся нам в 1000 лир, добавляем в наш список трат. Но как же без десерта? И у нас уже есть кое-что на примете. Это классика. Вы точно видели этот десерт в соцсетях, ведь без него, кажется, не обходится ни одна топовая фотография с Бююкада.
Кстати, пока мы шли, не могла не заметить, сколько вокруг велосипедистов. Если вы тоже хотите устроить себе велопрогулку и объехать весь остров, это проще простого. Аренда буквально на каждом шагу. 150 лир за час или 300 лир на весь день. А вот и место, которое я вам обещала. Легендарная лавка мороженщика Дондурмаджи Юсуф. Здесь всегда многолюдно, потому что это не просто мороженое, это местный аттракцион. Мы пришли покушать знаменитое мороженое у мороженщика по имени Юсуф. Прямо на набережной находится это место. Видите, такая красота. Здесь можно присесть, покушать. Прямо на причале. Какие хочешь вкусы. Смотрите, дыня. Это шелковица, есть мастика, вишня, лимон, что хотите. Даже есть орео. Я сейчас буду выбирать, какую взять. И посыпки такие можно, наверное, разные сделать. У турецкого мороженого своя особая технология, поэтому вкус всегда получается таким плотным и тягучим, каким он и должен быть в настоящем дондурма. Смотрите, как мастер ловко управляется с этим мега-рожком. Это же чистая магия, а не десерт. Говорят, что если ты приехал на Büyükada и не попробовал этот гигантский рожок, ты вроде как и не был на острове. Это уже стало чем-то вроде спортивного интереса. Донесешь ли ты его до причала или съешь быстрее, чем оно начнет таять? Цены вот такие. Один шарик 70 лир. 3 шарика 150. Интересно, что Дондурмаджи Юсуф это не просто точка на карте, а старая семейная лавка. У них есть свои секретные рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Владельцы гордятся тем, что не используют консерванты, поэтому мороженое тает быстрее обычного, но вкус у него максимально натуральный и настоящий. А вот тот самый знаменитый трехэтажный гигант. Обошелся нам этот мега-рожок примерно в 500 лир. Выглядит как башня, и поверьте, съесть его в одиночку тот еще вызов. И это тот случай, когда ты платишь не только за десерт, но и за эти эмоции, которые остаются на всех фото с острова навсегда. Только посмотрите, какая вкуснятина. Правда, все тает. Я взяла лимон, карамель и манго. Очень вкусно. Знаете, что самое опасное на Büyükada? Это не крутые спуски и подъемы на велосипеде, а вот вкусняшки, мимо которых невозможно пройти, это действительно опасно. Мы вышли к часовой башне, это сердце острова, здесь всегда кипит жизнь. И тут мой муж тянет меня в сторону какой-то невероятно ароматной выпечки. Кажется, наш десертный марафон продолжается. Перерыв на сладкое, зашли вот в такую кондитерскую, называется она Dolce Pastanesi. Заказали мы, муж заказал себе профитроль, он очень его любит, а я вот такое вот печенька, мимоза. Оно здесь очень популярное, все едут сюда, в эту кондитерскую, за этим печеньем. Он фанат профитролей. Знаете, это такие маленькие невесомые булочки из заварного теста, которые наполняют нежным кремом и щедро поливают шоколадом. По сути, это маленькое произведение искусства. Идеальный профитроль должен хрустеть снаружи и буквально таять во рту из-за крема. Он не смог удержаться и взял себе порцию. Смотреть, как шоколад медленно стекает по этим булочкам, это просто отдельный вид медитации. А я решила попробовать их фирменное печенье мимоза. Остров славится этим печеньем, оно такое легкое и воздушное. По сути, это песочное тесто с добавлением цедры и особой посыпки, которая придает ему ярко-желтый цвет. Отсюда и название. Оно буквально рассыпается в руках, а во рту оставляет легкий цитрусовый шлейф. Очень советую брать его именно здесь, потому что у каждой кондитерской на острове свой секретный ингредиент, но здесь оно просто эталон. Мы решили присесть прямо здесь, на площади, чтобы понаблюдать за обстановкой. В этом весь кайф Büyükada. Ты не просто ешь что-нибудь вкусненькое, ты впитываешь этот ритм жизни. Муж, как всегда, в восторге от своих профитролей, говорит, что крем здесь правильной консистенции, не приторный. А я наслаждаюсь своей мимозой. Кстати, если будете здесь, обязательно спрашивайте не просто печенье, а именно ту самую мимозу. По-турецки оно так и звучит, мимоза. Местные сразу поймут, что вы знаете толк в локальных вкусностях и отправят вас в
в нужное место. Пробую печеньки с мимозой. Они такие нежные. И лимонные, кстати, лимон. Но внутри, я не знаю, такая какая-то красная начинка. Очень нежненькое печенье с чайком. Но чай уже, если честно, просто не лезет. Так, смотрите, какие здесь цены. Сютляж 200 лир. Вот есть семит 30 лир. Здесь можно также и позавтракать. Здесь вот есть всякие тосты. Менемен 280 лир. Супчик 200 лир. Это чечевичный суп. Что еще есть интересного вам показать из меню? Ага, вот тарелка турецкого завтрака. 550 лир стоит такая тарелочка. В долларах это где-то 12 долларов. Я хочу найти, сколько же эта печенька стоит. Что-то не вижу его в меню. Ага, вот есть профитроль. 250 лир стоит профитроль, который муж взял. Мы спросили, это печенье продается на развес, 1000 лир стоит за килограмм. Но оно очень такое легкое, невесомое, поэтому одна штучка где-то 25-30 лир выходит. Принцевые острова – это место, где Стамбул ставит себя на паузу. Вы только представьте, всего час на пароме, и ты попадаешь в мир, который живет по совсем другим правилам. Здесь нет этого бесконечного городского гула, нет потока машин, пробок, от которого в центре Стамбула порой кругом идет голова. Здесь воздух другой, он пахнет хвоей, морем и какой-то невероятной, почти дачной безмятежностью. Тут даже время течет иначе. Если в Стамбуле ты вечно куда-то бежишь, спешишь, то здесь хочется просто спокойно и не спеша гулять. Здесь даже люди другие, они не спешат, они улыбаются просто потому, что погода хорошая. Спросить дорогу здесь – это не просто получить ответ, это повод завязать короткий, но очень теплый разговор. Это совсем другой ритм жизни, который невозможно поймать в шумном мегаполисе и ради которого сюда точно стоит сбежать хотя бы на день. Мы уже вроде наелись, но тут я почувствовала этот запах свежей локмы. Ну кто может устоять? И если уж пробовать ее на острове, то только здесь, в Принцесс Локма. Это, пожалуй, самый народный турецкий десерт, по сути маленькие шарики из дрожжевого теста, которые обжаривают во фритюре до идеального хруста, а потом щедро поливают густым сладким сиропом, иногда посыпая корицей или грецким орехом. Снаружи она хрустит, а внутри нежная, горячая и пропитанная сиропом. На острове ее готовят как-то по-особенному, наверное, все дело в морском воздухе. Мы взяли маленькую порцию на двоих, хотя, честно говоря, такие вещи хочется есть одному и не делиться. Обязательно попробуйте здесь локму, когда будете на острове. Это тот самый вкус острова, который вы точно захотите забрать с собой в обратный путь на пароме. Самая маленькая порция локмы здесь обойдется вам в 150 лир, это где-то 3 доллара. Мы уже наелись до отвалу, мы здесь сколько? Уже 5 часов, мы приехали в час, и сейчас уже 6 вечера. Все это время мы ели, все везде пробовали, чтобы вам показать. Сейчас будем покупать билет обратно на паром. Паром это, конечно же, не трамвай, не каждые 5 минут ходит, поэтому нужно заранее смотреть расписание, когда отходят. Но так как мы на частном пароме приехали, то, по-моему, там каждый час есть отправление. Правда, не в Эминönü, а в станцию Бостанджи, но оттуда тоже ходит Мармарай, как раз там к нашему району он идет. Если вы вдруг не успели на последний паром, кажется, в 9 вечера. Докуздама сон? Вапур, в 9 вечера, кажется, последний паром отсюда. Если вы вдруг на него не успели, то придется тогда оставаться здесь в отеле. Отели здесь, конечно, это удовольствие не дешевое, это имейте в виду. Ну, поэтому мы едем домой, собственно. Ну, кто знает, может быть, когда-нибудь и нам посчастливится остаться в этом прекрасном месте, в этом очень спокойном, таком аутентичном, что ли, даже можно сказать, месте. Мне очень нравятся острова, но добираться сюда просто долго на самом деле. А так, хоть каждый день я бы сюда с удовольствием ездила. Но если вы вдруг будете в Стамбуле, то обязательно здесь побывайте. Смотрите, как хорошо здесь видно Стамбул. Это противоположный берег от острова Бьюкада. И как раз здесь видно весь город, как на ладони. Даже башню знаменитую Чамлыджа видно, смотрите, как хорошо.
Мы уже на пароме уезжаем с Бюйükada обратно в Стамбул, но прежде чем мы перейдем к нашим финальным подсчетам, я, как и обещала, хочу показать вам человека, который делает эту поездку особенной. Это тот самый продавец-артист, о котором я говорила. Он сумел собрать вокруг себя всех пассажиров парома. Смотрите внимательно, что же он так интересно продает. Portakalim. Orange, portakal asil. Yani çapraz, çapraz. English, left, right, left, right. Turkish, sağa doğru çevirin. Down, to, no problem. Skilling, no skilling. Left, right, left, right. Turkish, makine, İstanbul. Açın kapağını, sıka sıka, sıka sıka, şuay şuay, şuay şuay. Bakın, çaya çorbaya limon. Maşallah. 2 sene garantili. İçmek isteyen var mı? İçin. Afiyet olsun. Bir dakika pardon. Acaba çekirdeğin nerede? Bakın. Limonun çekirdeği içinde kalıyor, çekirdeği. Madam. Böyle çekirdekleri içinde. Bak güzel. Left, right, left, right. Bravo, bravo. Bravo. Turkish makine. Afiyet olsun. Эта соковыжималка стоит 50 лир. Я не удержалась и купила себе новую, потому что у меня такая уже была, но нужно обновить. Ну что, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего приключения. За весь день на Принцевых островах, включая проезд, мы потратили на двоих 3500 лир, это где-то $76, но эмоции, которые мы получили, бесценны. Как считаете, это много или мало для такого дня? И какая вкусняшка понравилась вам больше всего? Стамбул уже встречает нас, а я прощаюсь с вами до следующего влога. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить, куда мы отправимся в следующий раз.